Всех приветствую на канале Виктория Вяжет. В этом видео вы узнаете, как связать вот такой красивый африканский цветок гербера. Этот цветок украсит ваш интерьер. Нам понадобится пряжа. У меня это Янар джинс и Alize Cotton Gold. Цвет пряжи выбираете любой, какой вам больше нравится. Под эту пряжу я взяла крючок 2 мм. Также нам понадобятся ножницы, маркер, проволока 0,3 или 0,5 мм. Проволока 2 мм и длиной 40 см. Понадобится немного наполнителя. Круглогубцы или плоскогубцы и горячий клей. Мы начинаем вязать. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вяжем сердцевину цветка. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Это у нас первый ряд. Провязали 6 столбиков без накида, затягиваем кольцо. В конце каждого ряда провязываем соединительный столбик и делаем воздушную петлю. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. Начинаем с первой петельки, вяжем в одну петлю 2 столбика без накида. В первый столбик ставим маркер и продолжаем вязать в каждую петлю по 2 столбика без накида. Провязали, в конце делаем соединительный столбик. В конце второго ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Следующие 2 ряда будем вязать за задние полупетли. Не за всю петлю, а только за заднюю ее половинку. Провязываем воздушную петлю и первый столбик вяжем там, где у нас был соединительный столбик. За заднюю его часть провязываем столбик без накида. Ставим маркер. Это у нас будет третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так вяжем 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Провязали третий ряд, делаем соединительный столбик. Четвертый ряд также вяжем за заднюю полупетлю. Провязываем воздушную петлю, вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. Также первый столбик провязываем там, где у нас был соединительный столбик, за заднюю полупетлю. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Это последний ряд. Продолжайте вязать самостоятельно до конца ряда. Провязали четвертый ряд. В конце делаем соединительный столбик, затягиваем и нить обрезаем. Теперь будем делать обвязку за передние полупетли. Всего 3 ряда.
Первый ряд я буду обвязывать коричневой пряжей, далее желтой и третий последний ряд красным цветом. Цепляю крючком переднюю полупетельку и провязываю петлю. Далее вяжем 2 воздушные петли и в следующую полупетлю провязываем соединительный столбик. Снова набираем 2 воздушные петли и в следующую петлю провязываем соединительный столбик. И так вяжем по кругу до конца ряда. Провязывайте самостоятельно по кругу до конца. В конце делаем соединительный столбик и нить обрезаем. Хвостик прячем на изнаночную сторону. Вот так обвязка должна выглядеть. Второй ряд обвязываем точно так же. Я это делаю желтой пряжей. Провязываем 2 воздушные петли, в следующую полупетлю провязываем соединительный столбик. И так вяжем по кругу до конца. Провязывайте самостоятельно по кругу до конца. В третьем ряду делаем обвязку так. Провязываем за передние полупетли, только набираем 3 воздушные петли и в следующую петлю делаем соединительный столбик. И так вяжем по кругу. Провязывайте самостоятельно по кругу до конца. Провязали третий ряд, у вас должна получиться вот такая деталь. Теперь все кончики спрячем между столбиков. Также спрячем остальные хвостики. Все, хвостики спрятаны, вот так у вас должно выглядеть аккуратно. Вяжем еще одну сердцевину точно так же с 1 по 4 ряд. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так 6 раз. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И в пятом ряду провязываем 24 столбика без накида. Теперь вяжем лепестки, набираем 13 воздушных петель. Провязали, начинаем вязать с третьей петли от крючка. Вяжем 11 столбиков без накида. Провязали, теперь вяжем за передние полупетли 2 соединительных столбика.
Опять набираем 13 воздушных петель. Вяжем третью петлю от крючка, провязываем 11 столбиков без накида. Теперь провязываем 2 соединительных столбика. И так вяжем до конца ряда за передние полупетли. Всего должно получиться 12 лепестков. Провязали первый ряд, у нас получилось 12 лепестков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду нам понадобится проволока, прикладываем ее под рабочую нить, оставляем небольшой хвостик. Второй ряд провязываем по лепестку, провязываем 2 столбика без накида. Далее вяжем 2 полустолбика с накидом. Далее провязываем 6 столбиков с накидом. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Посередине в одну петлю вяжем 1 столбик без накида, провязываем 2 воздушные петли и сюда же вяжем еще 1 столбик без накида. Теперь вяжем в обратную сторону, провязываем 1 полустолбик с накидом. Далее вяжем 6 столбиков с накидом. Далее провязываем 2 полустолбика с накидом. Провязываем 2 столбика без накида. Первый лепесток готов. И так вяжем все лепестки. Сразу переходим на второй лепесток. Посередине мы ничего не провязываем. И вяжем точно так же. Провязываем 2 столбика без накида. Два полустолбика с накидом. Шесть столбиков с накидом.
1 полустолбик с накидом, в середину провязываем в одну петлю 1 столбик без накида, 2 воздушные петли, 1 столбик без накида, далее 1 полустолбик с накидом, далее 6 столбиков с накидом. Далее 2 полустолбика с накидом и 2 столбика без накида. Все, второй лепесток готов. И по такой же схеме вы провязываете все лепестки. Провязали второй ряд, вот такие лепестки у вас должны получиться. Сейчас мы обрезаем проволоку. Закручиваем хвостики проволоки между собой. У меня кончик проволоки получился длинный, поэтому я немного обрезаю. Теперь конец проволоки убираем в сторону, продевая его через полупетлю. Теперь будем вязать за выпуклые полупетли по кругу лепестки побольше. Нижние лепестки должны быть между верхними лепестками. Заканчиваем верхний ряд лепестков, провязываем соединительный столбик и нить обрезаем. Вставляю крючок в полупетлю между лепестками и провязываю петлю. Теперь набираем 15 воздушных петель. Нижние лепестки вяжутся по такому же принципу, как и верхние. Набрали 15 воздушных петель, начинаем вязать с третьей петли от крючка. Провязываем 13 столбиков без накида. Провязали и далее вяжем 2 соединительных столбика под верхним лепестком. И далее опять набираем 15 воздушных петель. С третьей петли от крючка провязывайте 13 столбиков без накида и провязывайте 2 соединительных столбика. И так вяжем 12 лепестков. Провязали первый ряд лепестков. Вот так все должно выглядеть. Лепестки должны быть между верхними лепестками. Теперь вяжем второй ряд. Нам понадобится проволока. Провязываем 2 столбика без накида. Оставляем небольшой хвостик проволоки, далее вяжем 2 полустолбика с накидом. Далее вяжем 8 столбиков с накидом.
Далее провязываем один полустолбик с накидом. В середину в одну петлю провязываем один столбик без накида, 2 воздушные петли и сюда же еще один столбик без накида. Далее вяжем один полустолбик с накидом. Далее провязываем 8 столбиков с накидом. Далее 2 полустолбика с накидом. И 2 столбика без накида. Провязали первый лепесток и переходим вязать второй лепесток точно так же. Вяжите самостоятельно все 12 лепестков. Провязали все 12 лепестков. Теперь делаем соединительный столбик. Обрезаем нить и проволоку. Концы проволоки скручиваем и убираем в сторону. Цветок практически готов, осталось приклеить сердцевину. Это мы сделаем чуть позже. Вяжем нижнюю часть под цветком цветоложа. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Провязали 6 столбиков без накида. Теперь затягиваем кольцо не до конца, для того чтобы у нас поместилась проволока. Оставляем отверстие. В конце каждого ряда провязываем соединительный столбик и делаем воздушную петлю. Хвостик от кольца протягиваем на лицевую сторону. Провязываем воздушную петлю и вяжем 6 прибавок. Начинаем вязать с первой петельки. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Первый столбик ставим маркер. Вы можете помочь в развитии моего канала, отправить донат или поделиться этим видео в своих соцсетях. Спасибо всем за поддержку. Провязали 6 прибавок, делаем соединительный столбик. Вяжем третий ряд, делаем воздушную петлю и первый столбик будем провязывать там, где у нас был соединительный столбик. Вяжем один столбик без накида, прибавка. И так повторяем 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. В конце провязываем соединительный столбик. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В пятом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно. В шестом ряду провязывайте 30 столбиков без накида. Вяжем 7 ряд, провязываем воздушную петлю, пропускаем одну петельку и во вторую петлю вяжем столбик с накидом. Провязываем 2 воздушные петли. Провязываем пико, соединительный столбик. И в эту же петлю провязываем еще один столбик с накидом. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. И так провязываем 10 раз. Опять пропускаем одну петлю, следующую провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, пико, соединительный столбик. В эту же петлю провязываем еще один столбик с накидом. Следующую петлю соединительный столбик. И так вяжем до конца ряда. Провязали 10 чаш листиков. В конце делаем соединительный столбик и нить обрезаем. Теперь будем собирать наш цветок. Для начала нам надо согнуть проволоку так, чтобы цветок смотрел вверх. Смотрите, как я это делаю на видео. Оставляем кончик примерно 2 сантиметра и сгибаем пополам. Чуть ниже отступаем примерно тоже 2 сантиметра и сгибаем в сторону. Вот так у вас должно получиться. Приклеиваем верхнюю сердцевину к цветку. Клей наношу только на коричневую часть детали. Прижимаем детали, чтобы хорошо зафиксировалось. Теперь будем приклеивать цветоложе. Добавляем немного наполнителя, совсем чуть-чуть. Клей добавляем только по краю, не затрагивая наполнитель и чашелистики. Смотрите, как я это делаю на видео. Аккуратно по краю добавляю клей. Стараемся не допускать клей до наполнителя и чашелистиков. Аккуратно приклеиваем и придавливаем, чтобы хорошо зафиксировалось. Теперь обматываем ствол цветка.
В начале ствола сантиметров 1,5-2 обматываю толстым слоем, примерно делаю 10-12 оборотов. Потом делаю плавный переход и весь ствол я оборачиваю в 3 оборота. Продолжайте самостоятельно до нужной вам длины. Вот так у вас должно получиться плавный переход от толстого к тонкому стеблю. В конце нить фиксируем клеем. Наш цветочек готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.